Приветствуем всех, любимые, близкие, наши друзья. Я Есм, ваш Крайон. Сегодняшняя тема – Близнецы. Характерные черты знака, непробужденного в духе. Кармические задачи знака. Характерные черты знака, пробужденного в духе. Высшее предназначение знака. Характеристика, предназначение Близнеца. Новый гороскоп. Близнецы. Вы связной. Прохождение Солнцем знака Близнецов, 21 мая, 21 июня. Внимание, сейчас будьте особенно предельно внимательны. Знак Близнецы — ты тот, кто призван транслировать знания. Дорогие, я обращаюсь сейчас к вам, рожденным в данном воплощении под знаком Близнецов. Знаете ли вы, какова ваша миссия на Земле? Каждый из вас — канал. Двусторонний канал передачи информации. Не случайно ваш знак двойной. Он отражает двунаправленную связь, которую каждый из вас призван осуществлять. Через самих себя вы передаете в ваш божественный дом информацию о том, что происходит на Земле, вокруг вас, в вашей жизни и жизни окружающих, на всем земном мире. Вы транслируете то, что видите и знаете. Одновременно вы должны передавать информацию с божественных планов бытия на Землю, чтобы донести ее до людей. В ваших прошлых воплощениях вы уже посвятили немало времени своему духовному развитию. Вы уже собирали и накапливали знания. А теперь пришло время реализовать все наработанные способности. В вас есть природная склонность впитывать знания и делиться ими. Вы интересуетесь иногда всем на свете без разбору, и просто жаждете поделиться этим. Теперь пришло время направить эти склонности в правильное русло. Рассказывайте Богу о жизни людей на земле. Рассказывайте людям о божественных истинах. И вы придете к самой полной самореализации. А значит, обретите удовлетворенность и покой, которых вам порой так не хватает. Важно только помнить, что вы не просто ретрансляторы. Ваша задача – отбирать и сортировать информацию. Вы общительны от природы, и иногда вас тянет рассказывать другим все подряд. Если вы начнете контролировать ваши слова, а также ваши мысли, управлять той информацией, которую вы передаете с земли на небеса и с небес на землю, вы начнете по-настоящему осуществлять свою миссию. Ваша задача – стать объективными, беспристрастными наблюдателями. Только тогда вы сможете транслировать в ваш божественный дом объективную картину происходящего. Имейте в виду, судьба Земли и людей в очень большой степени зависит от того, какого рода информация приходит от вас. Если вы видите все в черном свете и сообщаете об этом Богу, вы навлекаете дополнительные проблемы на Землю и людей. Помните, что Бог воспринимает земной мир только через вас, людей. Вы — Его глаза и уши. Старайтесь видеть все как есть, не приукрашивая, но и не очерняя реальность. Только тогда ваш двусторонний канал будет чист, и вы сможете передавать на Землю также объективную и достоверную информацию. Это будет означать, что вы освободились от кармы и выполняете свою высшую миссию. Напоминаю, сейчас будьте особенно предельно внимательны. Характерные черты близнецов, непробужденных в духе. Все близнецы активны, подвижны и охотны до новых впечатлений. Но если человек, родившийся под знаком Близнецов, не идет по пути духа, эти качества, по сути нейтральные, оборачиваются деструктивной стороной, непостоянством. Такие близнецы склонны разбрасываться, хвататься сразу за множество дел, затем бросать их, не доводя до конца, и браться за что-то новое. Такая же переменчивость свойственна и их чувствам. Они могут мгновенно переходить от любви к ненависти, от обожания к полному равнодушию, из-за чего им не удается установить ни с кем более или менее прочных отношений. Близнецы, непробужденные в духе, склонны к постоянному беспокойству. Они волнуются и переживают даже тогда, когда для этого нет видимых причин. Это происходит из-за того, что их постоянно тянет в разные стороны, и они не могут определиться, чего же по-настоящему хотят. Близнецам, если они не определились с основным направлением своего развития, свойственна раздражительность. Они часто бывают нервозные, вспыльчивы без причин,
просто от того, что их бурная деятельная натура не находит достойной самореализации. Близнецы очень общительны, они не могут жить без общения, причем им необходимо общаться с большим количеством людей. Оборотная сторона их общительности – это страх одиночества. Они чувствуют, что без необходимого им количества общения просто не выживут, и очень боятся, что станут никому не нужны. Нетерпеливость – характерное свойство близнецов. Оно оборачивается своей темной стороной. Если близнецы не идут по пути духа, они бросают начатое дело, отступают перед малейшими препятствиями, не желают общаться с людьми, которые не во всем соглашаются с ними. Они склонны перебивать других, не дослушивать то, что говорит собеседник, и делать только то, что хочется им в данный момент. Непробужденные в духе близнецы часто бывают равнодушными к чувствам других людей, и нередко даже проявляют черствость и бессердечие. Дар коммуникации и любовь к общению у непробужденных близнецов часто превращается в пустую болтливость. Неуравновешенность близнецов может часто приводить их к спорам, ссорам, скандалам. Близнецы склонны следовать своим сиюминутным порывам и желаниям, а потому их жизнь часто превращается в хаос. Неорганизованность, отсутствие порядка – их характерные черты. Если близнецы не следуют своим высшим задачам, они становятся нерешительны, постоянно сомневаются и колеблются, не зная, за каким из своих многочисленных интересов последовать на этот раз. Если близнецы следуют лишь своим порывам и желаниям, они становятся безответственными. Для них нет другого закона, кроме собственных желаний, которые у них меняются каждый миг. Поэтому они не несут ответственности за результаты своих действий, и в любой момент могут отказаться от того, чему еще вчера готовы были полностью посвятить себя. Близнецы, не нашедшие важных для себя целей в жизни, ищут смысл в развлечениях, новых впечатлениях и постоянной смене обстановки. Это приводит их к бессмысленному времяпрепровождению и праздному образу жизни. Если близнецы не знают своих высших задач и не осуществляют их, то они начинают порхать по жизни как мотыльки, избегая длительных привязанностей, глубоких чувств и обстоятельного анализа получаемых знаний. Поверхностное, легковесное отношение к жизни — их характерная черта. Напоминаю сейчас, будьте особенно предельно внимательны. Кармические задачи близнецов. Первая кармическая задача близнецов — определиться с тем, что для них является, в самом деле, важным, и последовательно осуществлять это. Проблема близнецов в том, что они склонны разбрасываться. Им интересно все новое, и они подчас хватаются за множество дел сразу, но не доводят до конца ни одно из них, потому что у них то и дело возникает соблазн переметнуться на что-то другое, как только на горизонте появятся дела и возможности, которые покажутся им более интересными. Таким образом, близнецы часто остаются людьми без постоянной профессии, без главного дела жизни, без семьи и без постоянного круга общения. Это делает их неудачниками, заставляет испытывать лишь разочарование в жизни, в себе и в людях. Им нужно найти такое занятие, которое удовлетворяло бы их потребность в разнообразии, в накоплении самых разных знаний и впечатлений, во всестороннем познании мира, в общении с множеством разных людей, и следовать своему выбору, преодолев искушение постоянно все бросать и начинать жизнь с нуля. Им нужно найти также постоянный круг общения, близких людей, с которыми они смогут быть самими собой, и которых не захочется ни на кого променять. Вместо того, чтобы постоянно гнаться за внешними впечатлениями, близнецы должны открыть в самих себе глубину и многомерность духа, для которого нет ограничений, нет однообразия. Тогда они перестанут скользить по поверхности в погоне за удовлетворением всех своих желаний, а начнут являть миру свои таланты и способности, раскрывать и реализовать свои возможности коммуникации с самыми разными людьми и разными планами бытия. Вторая кармическая задача близнецов в том, чтобы избавиться от хаоса мыслей и упорядочить информацию,
которая проходит через них. Близнецам постоянно хочется получать новые знания и впечатления и делиться ими. Подчас это выражается в виде неумеренной страсти к общению ради общения, в пустой болтливости, в стремлении выплеснуть на других весь хаос мыслей, накопившихся в собственной голове. Близнецы должны решить, чем именно они хотят делиться с другими, какие знания важно донести до людей. Это должны быть действительно важные знания, те истины, которые помогают людям жить, раскрывают истинные законы мироустройства, доносят до людей божественные законы. Если близнецы начнут целенаправленно собирать такие знания и делиться ими, у них исчезнет потребность выплескивать на других людей все мысли, приходящие в голову. В этом случае близнецы также научатся отсеивать от себя ненужную информацию, выделять из информационных потоков только то, что им действительно важно. В современном обществе с его переизбытком информационных потоков близнецы испытывают огромные перегрузки, именно в связи с их особой способностью улавливать и усваивать информацию. Они впитывают в себя буквально все, отчего становятся нервозными и раздражительными. Чтобы этого избежать, они должны четко определиться, что им нужно, а что нет, и тогда они уйдут от привычки извергать на окружающих потоки слов обо всем и ни о чем. Все, что они говорят другим людям, будет по-настоящему ценным. Третья кармическая задача близнецов состоит в том, чтобы выработать объективный взгляд на окружающую действительность. Близнецы передают информацию с Земли на высшие божественные планы. Эта информация должна быть объективной, не искаженной собственным субъективным восприятием. Потому близнецам надо научиться смотреть на происходящее глазами духа, потому что только взгляд с точки зрения духа дает настоящую объективность. Дух не осуждает и не винит никого и никогда. Взгляд духа исполнен безусловной божественной любви. Это взгляд со стороны, из божественного дома. Когда близнецы учатся наблюдать за происходящим вот так, глядя из божественного дома, они начинают видеть происходящее в истинном свете. Свет божественной любви без прикрас высвечивает нечто неприглядное, и свет божественной любви позволяет увидеть все то, что истинно служит духу, все то доброе и позитивное, что подчас ускользает от обычных человеческих глаз, особенно если они настроены воспринимать лишь беды, проблемы и неприятности. Смотрите глазами духа, помните, что вы — глаза Бога на земле, и эти глаза должны увидеть все таким, каково оно есть на самом деле. Получайте впечатления, участвуйте в событиях, удовлетворяйте свою потребность в получении разнообразных знаний, но помните, что ваша задача — быть связным Бога. Передавайте информацию в неискаженном виде. Напоминаю, сейчас будьте особенно предельно внимательны. Медитативное упражнение для перехода на путь духа и преодоления кармы. Примите любую позу, в которой вам удобнее всего расслабляться. Можно выполнять упражнения как стоя, так и сидя или лежа. Закройте глаза. Сделайте медленный, длительный вдох, представляя, как ваша голова наполняется чистым свежим воздухом. Все мысли при этом будто останавливаются, замирают и начинают растворяться. Сделайте медленный полный выдох, представляя, как остатки мыслей вымываются из вашей головы. Сделайте еще несколько таких вдохов и выдохов, чтобы освободить голову от хаоса мыслей. Представьте, что на смену хаосу мыслей, беспокойству и нервозности с каждым вдохом и выдохом приходит чистота, свежесть и покой. Продолжайте дышать, представляя, что чистый, свежий воздух заполняет не только голову, но и все ваше тело. Тело становится легким, невесомым, как воздух. Представьте, что вы словно бы растворяетесь в окружающем пространстве. Вы сами становитесь этим пространством, наполненным чистотой, свежестью и покоем. Вы безграничны и свободны, как само пространство. Ничто вас больше не беспокоит и не тревожит. Мысли остановлены. Внутри вас абсолютный покой. В этот момент вы соединяетесь с Духом. Это его покой,
его свобода, его безграничность. Сделайте быстрый интенсивный вдох носом и резко выдохните через рот. Вернитесь к ощущению собственного тела. Пошевелите пальцами рук и ног. Сильно сожмите и разожмите кулаки. Сделайте снова медленный, спокойный вдох носом, представляя, как ваше тело заполняется новыми потоками чистой светлой энергии. Сделайте резкий выдох через рот, представляя, что вы освобождаетесь от диссонансных энергий нервозности, беспокойства, раздражительности и других свойственных вам деструктивных свойств. Представьте, что таким образом вы освобождаетесь от кармы, просто выдыхая кармические энергии. Сделайте еще несколько таких вдохов и выдохов. Затем можно открыть глаза и завершить упражнение. Выполняйте это упражнение 2-3 раза в неделю, каждый раз освобождаясь от деструктивных кармических энергий, проявляющих себя наиболее явно. Напоминаю, сейчас будьте особенно предельно внимательны. Характерные черты близнецов, пробужденных в духе. Близнецов, пробужденных в духе, отличает высокая потребность и большие способности в обучении, овладении знаниями. Они постоянно учатся, развиваются, узнают что-то новое, и их самосовершенствованию нет предела. Близнецы всегда легки в общении, чрезвычайно коммуникабельны. Они не только не устают от избытка общения, но получают благодаря этому новые силы и энергию. Пробужденные в духе близнецы используют свой дар общения для того, чтобы передавать людям важные знания и информацию, которая работает им во благо. Близнецы очень активны, энергичны, обладают высоким жизненным тонусом. Они деятельны, и у пробужденных близнецов эта деятельность носит осмысленный характер, она всегда направлена к высоким целям. Близнецы отличаются высоким уровнем одаренности, талантами и способностями в разных областях деятельности. Если они знают свои высшие цели, то их таланты реализуются наилучшим образом, не растрачиваются попусту. Неостывающий интерес к жизни и к людям, любознательность, характерные черты близнецов, которые они используют для познания жизни и обретения мудрости. Люди, рожденные под знаком близнецов, обладают способностью вносить творческое начало во все, что они делают. Им свойственно игровое восприятие жизни, они как никто способны принять на себя роль играющего творческого духа в человеческом облике. Это позволяет им одновременно и участвовать в событиях, и как бы наблюдать за происходящим со стороны, собирать информацию и делать выводы. Идущие по пути духа близнецы способны разбираться в людях, понимать других людей даже без слов, буквально читать мысли. Их невозможно обмануть, они видят других насквозь. Важное отличительное качество близнецов – очень сильный, развитый интеллект. Они обладают высокой скоростью и продуктивностью мышления. Они остроумны и находчивы, и всегда видят наилучшие возможности в каждой ситуации. Литературный дар, дар слова, ораторские способности – характерные черты близнецов, которые они могут использовать для передачи важных и нужных знаний. Близнецы умеют жить настоящим, быть здесь и сейчас, не застревая в прошлом и не уносясь мечтами в будущее. Если близнецы пробуждены в духе, у них эта способность соединяется с ответственностью за свои действия, со способностью осознанно отнестись к возможным последствиям. Умение получать удовольствие от каждого мига жизни – важная черта близнецов, но они могут наслаждаться жизнью по-настоящему лишь в том случае, если идут по пути духа. Только тогда удовольствие не станет для них самоцелью и не приведет к разочарованию. Для пробужденных близнецов характерна развитая интуиция. Будучи очень интеллектуально развитыми, они прислушиваются и к голосу сердца, которая у них существует в гармонии с разумом. Открытость новому, любовь к переменам, способность легко приспособиться к меняющейся обстановке помогает близнецам сохранять высокую активность и не терять своей энергии нигде и никогда. Напоминаю, сейчас будьте особенно предельно внимательны. Высшее предназначение близнецов. Высшее предназначение близнецов связано с приемом и передачей информационных потоков.
и очень важно найти адекватные ему формы деятельности на Земле. Лучше всего этому соответствуют роли учителя, преподавателя в любой сфере знаний, направленных на служение человеческому благу, а также писателя, журналиста, оратора, психолога, предпринимателя в сферах информационного бизнеса. Также близнецы могут быть хорошими артистами театра, кино и разговорного жанра, но важно, чтобы они при этом осознанно относились к той информации, которую доносят до людей посредством своего искусства, и не тратили себя на недостойные роли. Но это вовсе не значит, что близнецы не могут заниматься ничем другим. У них множество талантов и способностей, и при желании они могут реализовать себя в любом деле. Правда, для этого они должны выбрать одно дело, что бывает нелегко, так как в этом случае близнецам предстоит выбор из множества возможностей. Если непробужденные близнецы просто следуют за первым пришедшим в голову желанием, не слишком задумываясь о последствиях, то близнецы, вышедшие на высший уровень своего развития, способны отнестись к этому выбору более осознанно. Даже если за вашими плечами уже есть немалый опыт самых разных занятий, если вы в прошлом уже хватались то за одно, то за другое, и так и не выбрали, на чем остановиться, сделать осознанный выбор все же никогда не поздно. Просто задайте себе вопрос: что вы больше всего любите? От каких занятий вы получаете больше всего удовольствия? Постарайтесь ответить на этот вопрос не только при помощи интеллекта. Подключите свою интуицию, прислушайтесь к глубинным эмоциям. Подумайте, как именно в любимой для вас сфере деятельности вы сможете наладить коммуникацию с как можно большим количеством людей. Как бы вы ни любили свое дело, вам будет недостаточно просто делать его. У вас очень сильна потребность рассказывать об этом. Вы наделены даром слова, литературными талантами. Поэтому, чем бы вы ни занимались, пишите об этом, передавайте знания в книгах, учебниках, пособиях и руководствах, статьях и докладах, и в любых других формах, какие окажутся вам ближе. Можете также выступать с устными рассказами, лекциями, но тоже не забывайте записывать их. Может случиться и так, что ваше любимое дело – просто участвовать в событиях, получать новые впечатления, изучать людей, наблюдать за происходящим. В таком случае, чтобы не растратить себя впустую, вам надо научиться анализировать получаемую информацию, выделять из нее объективные знания, и опять же писать об этом. Просто порхать от впечатления к впечатлению, значит растрачивать себя. Осознанно выбирать, какие впечатления получать, собирать информацию, систематизировать и излагать ее в письменном или устном виде, значит для вас выполнять свою высшую миссию. Это может выразиться в писательском труде, или труде ученого, исследователя, который популяризирует свои знания, или в практической работе, связанной с общением, если вы будете делиться своим опытом и навыками с другими. Надо ли говорить, что, чем бы вы ни решили заниматься, ваша деятельность должна отвечать задачам духа. Связь с духом важна для всех знаков, но для близнецов эта связь предполагает обмен информацией, которой нужно делиться. Поэтому включать интуицию и слушать голос духа для них особенно важно. Нельзя забывать и о двойной природе знака близнецов, которая означает, что и высшее предназначение у них двойное. Бог через вас получает знания о земной жизни, и люди через вас получают информацию, продиктованную духом. Из близнецов может получиться хороший канал, посредством которого Бог говорит с людьми. Но это не значит, что близнецы обязательно должны заниматься духовными эзотерическими практиками, хотя многих из них тянет именно к этим областям деятельности. Знания, отмеченные духом, идущие во благо людям, можно получать и передавать во множестве самых обычных областей деятельности, потому что дух вездесущ. Он может говорить с людьми через экономику и медицину, психологию и юриспруденцию, литературу и искусство,
преподавание и бизнес. Напоминаю, сейчас будьте особенно предельно внимательны. Медитативное упражнение для выхода на путь выполнения высшей миссии близнецов. Заранее приготовьте бумагу и ручку. В процессе упражнения вам придется делать записи. Встаньте прямо, поставьте ноги так, чтобы вы чувствовали себя устойчиво. Закройте глаза, расслабьтесь, дышите равно и размеренно. Представьте, что вы видите перед собой ваш собственный астрологический знак в виде сделанных из золота фигурок двух близнецов, держащихся за руки. Тот, что слева от вас, стоит к вам лицом, другой — спиной. Неважно, какого они пола и возраста, как выглядят и во что одеты, пусть это будет тот образ, который первым возникнет перед вашим внутренним взором. Мысленно поместите каждого из близнецов в вертикальный поток световой энергии. Представьте, что тот, кто стоит лицом к вам, находится в потоке, струящемся сверху вниз, а тот, кто спиной, в потоке, струящемся снизу вверх. Оба эти потока уходят в бесконечность в обоих направлениях. Представляете, как свет в них сверкает, искрится, переливается, струится. Теперь представьте, что вы помещаете эти два потока внутрь себя. Вы сливаетесь воедино с образом близнецов, держащихся за руки, и находящихся внутри потоков. Сделайте медленным глубокий вдох, и представьте, как струится энергия вверх по восходящему потоку. Сделайте медленный продолжительный выдох, и представьте, как струится энергия вниз по нисходящему потоку. Сделайте еще несколько таких вдохов и выдохов. Затем дышите как обычно, при этом настроившись на ощущение восходящего потока энергии в вашем теле. Задайте себе вопрос: что я хочу сказать Богу? Сразу же откройте глаза, возьмите бумагу, ручку, и пишите все, что будет приходить в голову, не думая и не анализируя. Напишите одну страницу текста, обязательно от руки, на компьютере нельзя, не больше, но и не меньше. Снова встаньте прямо, закройте глаза, дышите как обычно, настройтесь на восприятие нисходящего потока энергии. Задайте себе вопрос: что Бог хочет сказать мне? Сразу же откройте глаза и пишите. Также не раздумывая и не анализируя, все, что будет, приходит в голову, даже если это будут просто бессвязные обрывки или отдельные слова. Напишите также одну страницу текста. Затем эти листки надо, не перечитывая, убрать, и не прикасаться к ним в течение как минимум суток. Не раньше, чем через сутки вы их перечитаете, и тогда, вполне вероятно, вам откроется смысл этих записей, который до этого мог бы ускользнуть. Перечитав записи через сутки, даже если они будут вам непонятны, не судите и не критикуйте себя. Сразу же скажите себе: «Я, связной Бога, я принимаю на себя высшую божественную миссию, которая состоит в том, чтобы передавать информацию от людей к Богу и от Бога к людям. Живя на земле в качестве человека, я являюсь глазами и ушами Бога, чтобы передавать Ему самую чистую, незамутненную, правдивую и объективную информацию о жизни на земле. Будучи божественным духом, я являюсь голосом Бога, призванным передавать людям высшие истины, божественные законы, и все то, что Бог хочет сообщить людям. Дорога Всевышний, помоги мне полностью осознать и достойно выполнить мою высшую миссию в данном земном воплощении. Слова могут быть другими. Главное — сохранить смысл. Выполняйте это упражнение один раз в неделю, возвращаясь к перечитыванию полученных записей, а вы увидите, что они становятся все более наполненными смыслом, понятными и содержащими в себе действительно важную информацию. Ваш любящий Крайон. С почтением ко всем ищущим, с любовью ко всем и пониманием. До скорой встречи со следующим знаком зодиака. Всего доброго и всех благ, духовного изобилия. Хотите получать свежие послания от высших с тонкого плана? Подписывайтесь на канал.